А перед просмотром видео рекомендую посетить канал Страшный Джек. На канале вы найдете то, от чего стынет кровь, разные мистические истории, рассказы о нечисти, привидениях, ведьмах и сверхъестественном. Здесь каждый найдет для себя что-то загадочное и потустороннее, связанное с тематикой хоррор. Поддержим автора канала подпиской, чтобы не пропустить новые видео. Ссылка в описании под видео. Мертвый бизнес. Ко мне за помощью обратилась женщина, владелица сети парикмахерских. В одном из ее новых салонов совершенно не было посетителей, и, как правило, туда приходили только пенсионеры за самой дешевой стрижкой со скидкой. И мастера-парикмахеры вроде бы были хорошими специалистами, но по непонятным причинам люди просто обходили этот салон, предпочитая пользоваться другими, даже более отдаленными. Хозяйка салона в течение 2 лет пыталась понять причину всего происходящего и немало денег потратила, приглашая почистить салон различных специалистов по магии, экстрасенсов и священников, но дела все же не налаживались. Даже сами работники салона не хотели верить в то, что дела так и будут стоять на месте. Проще говоря, люди работали на чистом энтузиазме, пытаясь сохранить коллектив. Когда я приехал на место и обследовал его, ощутил мороз на своей коже. Иначе говоря, я был очень удивлен, так как здание, в котором находится салон, стояло на месте старого большого кладбища. Вы, конечно же, знаете, что на таких местах строить что-либо вообще не рекомендуется, так как там находится сильная геопатогенная зона, ведь кладбище – сильнейший энергетический вампир. Как правило, люди, проживающие в таких местах, болеют чаще и тяжелее. Очень многие совершают грех самоубийства, а бизнес, открытый в этом месте, будет нести всегда только убытки. Кроме того, что на этом месте находилось кладбище, и еще в этом помещении был убит молодой человек из-за девушки, и душа убитого парня не могла найти покоя, так как была очень обижена на то, что его жизнь слишком рано закончилась, а девушка ушла с другим. Такие души являются своего рода ступором бизнеса и не покидают землю, пока не пройдет длительное время и не забудется обида, либо до тех пор, пока виновники его смерти не умрут. Но с такими душами есть возможность мирно договориться, но для этого нужно провести ночь в этом помещении и пообщаться с этой страждущей душой, помочь уйти ей на покой, что я и сделал. Сергей, так звали убитого, оказался понятливым и благодарным духом. Мне еще повезло с ним договориться. Но бывает и такое, что обиженная душа не только не хочет уходить на покой, но может и навредить вам в жизни. Ночевать на кладбище, скажу я вам, удовольствие не из самых приятных воспоминаний жизни. Хотя в помещении было тепло и сухо, часам к 4 утра по всему моему телу начался сильный озноб и онемение. Под утро я задремал, но проснулся от того, что я явно видел себя лежащим на земле между 2 могил. Это были могилы 2 женщин, которые разбудили меня и сказали, что мне лучше отсюда уйти, так как здесь место мертвых, а не живых. Как вы понимаете, моя работа не для слабонервных, и, конечно же, я понял причину проблем салона на все 100%. Существуют некоторые обряды, которые помогают в таких случаях нейтрализовать эту черную энергетическую дыру. Такой обряд я и провел на этом месте. На следующее утро в салоне появились посетители. С каждым днем их становилось больше. Салон начал становиться на ноги, но хозяйка совершила большую оплошность. Ей хотелось мгновенный взлет, хотелось большую прибыль. Не посоветовавшись со мной, она решила в очередной раз осветить салон и пригласила священника. Это, конечно, хорошее дело, но есть свои нюансы. Освещать под бизнес кладбищенское место нельзя, так как это место мертвых, и там нужно читать заупокойные молитвы, которые успокаивают мертвые души, но никак нельзя благословлять бизнес на мертвом месте.
Прошли сутки после освещения этого места, и сотрудники вдруг начали болеть. Многие захотели уволиться. Оставшиеся же сотрудники стали замечать хождение темных теней в помещении. Шторы из пластиковых деталей, а-ля соломка, колыхались без ветра и прикосновений к ним. Везде стали раздаваться стуки и шорохи. Кладбище было разбужено, и мертвые души негодовали, что их потревожили, нарушили сон. Через 3 дня салон закрылся из-за внезапной болезни всех сотрудников, да и хозяйка с мужем слегли с высоким давлением и слабостью у себя дома. Что будет дальше, одному Богу известно, но я отказался от вторичного посещения этого места, так как моя репутация и работа были подвергнуты сомнению. Не повторяйте чужих ошибок и не снимайте под офисы и салоны помещения, находящиеся на местах бывших кладбищ, так как вы заранее обрекаете бизнес на смерть. Мир вам! Колокольчики. Случилось это все, когда мне приходилось учиться в 8 классе городской гимназии. Во вступлении стоит побольше рассказать о городе, дабы вывести слушателя в атмосферу севера. Да-да, мне посчастливилось родиться в далеком и, что неудивительно, маленьком городке нашей необъятной родины. Город наш со всех сторон, окруженный безмерной тундрой и болотами, был как бы островком цивилизации на землях, испокон веков принадлежавших коренным кочевым народам. Это были оленеводческие племена, чья народность зовется ненцами. Несмотря на такую отдаленность и небольшие размеры, мой город имел свою популярность. Каждый год по весне именно здесь проходят традиционные ежегодные соревнования оленеводов. Кочевники всего ближайшего севера приезжают именно сюда, дабы помериться силой, выносливостью и мастерством. И именно на таком празднике я услышал историю, от которой волей-неволей покрываешься гусиной кожей. Прогуливаясь по напрочь замерзшему озеру и покуривая, я услышал, как меня окликнул незнакомый мне хриплый голос. Голос показался мне странным, но сразу я не понял, в чем тут дело, и лишь обернувшись, разобрал, что к чему. Меня окликнул старый ненец, полулежа отдыхавший на нартах. Так называются большие сани кочевых народов севера, запряженных тройкой оленей. Конечно же, он говорил с присущим этой народности акцентом, что и вело меня поначалу в ступор. Но разобравшись во всем, я подошел к нему, так как он всего-навсего хотел курить. Я, не мешкая, угостил его сигареткой, и он пригласил меня прокатиться в оленей упряжке. Я безумно обрадовался такому предложению и, ни капли не раздумывая, уселся на нарты. Мы помчались по озеру. Восхищению не было предела. Морозный ветер обдувал лицо, одновременно осыпаемое снежинками из-под копыт. И тут старый ненец предложил показать мне одну интересную вещь в тех местах, где было заложено основание города десятки лет назад. В силу своего любопытства и жажды приключений, а также желания кататься дальше, я на свой страх и риск согласился. Мы долго ехали, давно покинув черту города по пустой заснеженной тундре. Пригорода, естественно, никакого не было, поэтому граница города и тундры была настолько резкой, как, например, граница берега с морем. По дороге старый ненец рассказывал мне о своей семье, жизни и бытии их народа. И я ни капли не жалел, что поехал с ним, настолько интересны были его истории. И вот мы приехали на то самое место. С давних времен там остались деревянные балки, вагончики и так называемые бочки. Дома, если их можно называть таковыми, давно были порушены стихиями севера. Место было довольно жутковатое, учитывая его заброшенность и утопленность в глубоких сугробах, да и плюс ко всему уже смеркалось. Я придвинулся ближе к старому ненцу, всем видом давая ему понять, что я не боюсь, а просто замерз и греюсь о шубу из оленевого меха. И тут мы подкатили к строению, совершенно отличавшемуся от привычных. Это было небольшое двухэтажное деревянное зданице
странным образом сравнительно неплохо сохранившаяся. Тогда-то я и узнал эту жуткую историю. Ненец вновь попросил закурить и, затянувшись дымом, завел диалог. «Малой, а ты какого года рождения-то?» «93-го», – ответил я, выдувая дым, мгновенно унесенный ветрами Карского моря. «Ты должен благодарить Нума, что тот позволил родиться тебе именно тогда. Меньше повезло рожденным за 30 лет до этого». Тут он замолк, уставившись на мрачность двухэтажки, с выражением лица паломника на Голгофе. Так как в гимназии мы проходили культуру народов Севера, я знал, что Нум – это высшее божество ненцев. Хоть стало немного не по себе от общения с неисправимым язычником, я затянулся сигаретой, выжидая, что же он будет говорить. И вот он так же внезапно, как остановился, продолжил. «Дом-то этот не зря так богато выстроен. Это как-никак родильня была. Я сообразил, что под родильней он имел в виду роддом, и в мгновение ока я превратился в одно большое ухо. Ох и лихое место. Пришли белые и сказали, что города основывать будут. Дары дарили разные, ножи да топоры металлические. И приняли мы их как гостей, позволив строительство на этом месте. Да вот одну вещь не учли». Тут он снова остановился, на сей раз подняв глаза к небу, и сидел минут 5 обездвиженный, да так, что его уже достаточно запорошило хлопьями снега. Я, в свою очередь, засмотрелся на оленей, отдыхающих на снегу и утоляющих жажду свежевыпавшим снегом, как вдруг мой собеседник продолжил. «Построили здесь родильню белые, ведь кроме как водки и любви греться ничем не умели, вот и детишек появлялось немало, врачей специальных вызывали, и продолжилось домостроительство. Жили белые мирно, с нами дружили, город основывали, как вдруг происходить стало неладное. Детишки-то помирать стали еще в утробе материнской, да на свет мертворожденными появляться. А те, коим выжить удавалось, не более месяца тундрой дышали. Не на шутку всколыхнулись белые, да праздновать стали, что же причиной быть может. В то время среди санитарок до сторожей родильни штука такая ходила, будто ночью колокольчиков звон в коридорах слышен. Да не придавал никто значения тому, мало ли что там. Вызвали людей, обученных родильню проверять, и было сказано, что инфекция вредоносная шалит в стенах, что, мол, лишь деток трогает, да никого больше. Было решено родильню по другим строениям распределить, а там зачистку большую устроить. Так и сделали, а при повторных проверках ничего не выявили опасного. Так и жили белые с полгода, горюя о детках, но успокоились, что позади все. Да не тут-то было. 6 месяцев прошло, и вот оно приключилось. К тому времени я не слабо продрог, да и уж больно жутко становилось. Темнеет зимой на севере быстро, и небо уже было усеяно звездами. Старый ненец понял меня с полувзгляда и достал из-под шкур бутыль водки. Налив мне немного, предложил, чтобы я согрелся, и я осушил пластиковую рюмку. Откашлившись, я закурил сигарету и продолжил слушать, вперевшись в старого ненца, как в сказочного волшебника. Спустя полгода снова смерти настигли родильню, и все так же детки помирали, да только хуже все было. Рождались все мертвыми, да уж больно страшными, как будто они все месяцы разлагались в утробе материнской. Младенцы те были желтыми, глаза их туманными, а от тел смердело характерным кисло-сладким запахом. Говорят, что у некоторых даже червей внутрях находили. Тут уж совсем перепугались белые, и решено было снести родильню. В это самое время кочевало мимо мое племя, и по старой дружбе обосновалось близ поселения белых. Тогда-то мы и поняли, какова была наша ошибка. Старейшины, среди коих был и мой отец, повествовал людям о том, что земля эта проклята старухой Аненга, являющейся покровительницей рождений. Место, на котором построена родильня, в недалеком прошлом земля захоронения мертворожденных и умерших от дыхания старух и младенцев. Белые тогда на 2 лагеря разделились, тех, кто верил, и тех, кто считал рассказ бредом дикарским. Но все прояснилось, когда отец мой о звонах колокольчиков в коридорах прознал.
Тогда-то он позвал вашего главного на оленях пройтись и отвез его на одно из кладбищ ненецких. Увидев кладбище, Белый был в шоке неописуемом. Над каждой могилкой, аккуратно привязанные к веткам, висели колокольчики, и все кладбище было усеяно мелодичным перезвоном колыхающихся на ветру звоночков. Теперь-то отец мой и объяснил старейшине Белых, что это обычай такой ненецкий, и что это так духи после смерти общаются. Вернувшись, шокированный Белый ни слова не сказал, кроме как сжечь дом, но и тут его остановили братья мои, ибо нельзя нарушать мерзлоту вечно проклятую жаром огненным, и было решено оставить дом в покое, навсегда переехав с места оного, да в то место, где ныне город стоит. Я был ошарашен и неслабо напуган, всем своим видом показывая Ненцу, что я уже вдоволь прокатился. Он сразу понял, что переборщил с подробностями, и, мягко улыбнувшись доброй стариковской улыбкой, развернул упряжку и с криком «Гей!» помчал меня в город. Не знаю, то ли я так напуган был, то ли правда все это, да только еще долго я слышал удаляющийся звон колокольчиков. Цветы с кладбища. Я ужасно боюсь кладбищ. Я, конечно, понимаю, что многие сталкиваются с такой проблемой, но иногда мне кажется, что у меня действительно на них фобия. В основном мои страхи начались после одного случая, который произошел с моей двоюродной сестрой Ириной. Мы жили в небольшой деревне, а их дом стоял прямо возле кладбища. Уж не знаю, кто был инициатором такой постройки и как так получилось, но между оградой дома, где жила моя сестра, и кладбищем проходила лишь узенькая тропинка. В деревнях так принято, что на похороны приходят проводить человека чуть ли не всей деревней. Вот и Ира частенько вместе со своими родителями присутствовала на таких процессиях. Как-то раз во время очередных похорон Ира заметила красивые цветы, возложенные на могилу родственниками умершего. И уже после похорон моя сестра решила вернуться к могиле и взять прекрасные, как ей казалось, цветы, чтобы поставить их к себе в комнату. В тот день родители Иры работали допоздна, и когда мама вернулась с работы, она не заметила, что у моей сестры в комнате стоит ваза с цветами, принесенными со свежей могилы. В ту ночь Ира проснулась, чтобы сходить в туалет. Сестра лежала лицом к стенке. Когда Ира перевернулась на другой бок, чтобы встать с кровати, она обомлела. То, что она увидела, сможет пережить не каждый ребенок, а ей тогда было всего лет 10. Посреди комнаты стояла огромная собака, но вместо нормальной головы у нее была голова человека. Губы этого чудовища шевелились так, словно оно что-то говорило, но сестра ничего не слышала. Ира закричала, но сама себя не услышала. У нее пропал голос. В голову тут же пришла мысль, что нужно перекреститься, но руки были словно ватными. Она сильно напряглась, чтобы хоть немного пошевельнуть правой рукой, и спустя какое-то время у нее наконец-то это получилось. Собака почти сразу пропала, растворилась, словно ее и не было, и в тот же момент у Иры прорезался голос. Она закричала во весь голос и тут же побежала к маме и все ей рассказала. Мама успокоила дочку, но приняла это все за обычный кошмар. И лишь на следующий день, заметив те злополучные цветы, мама Иры поняла, что все это могло случиться и по-настоящему. Она спросила у Иры, откуда взялся этот букет, и та ей все рассказала. Только тогда Ира осознала, что сделала что-то неправильное. Цветы мама отнесла обратно на могилу, а комнату Ирины окропили святой водой. С тех пор у Иры в комнате ничего странного больше не происходило. Правда, еще долгое время она засыпала с мамой на одной кровати. Прошло уже много лет с тех пор, как произошел тот случай. У Ирины у самой уже 2 детей, и живут они не в том доме рядом с кладбищем. Каждый раз, когда мы встречаемся, а встречаемся мы редко, разговор все время заходит об этом случае.
И я, несмотря на свой страх, прошу сестру рассказать об этом. И всякий раз, когда она рассказывает, у меня бегут мурашки по всему телу. Но не от того, о чем она рассказывает. Эту историю я знаю наизусть, а от страха, который я снова и снова вижу в ее глазах. Словно она каждый раз переживает все это заново. И я точно знаю, что такой страх поделать нельзя.